Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Филиппинских островах. Что мы знаем о них? Многие слышали, что это архипелаг на краю света, среди вод Тихого океана. Там теплый климат, множество пляжей, в общем лето круглый год. И живут там, скорее всего, филиппинцы. Но география Филиппин гораздо шире. Филиппины – это тысячи островов, вытянутых длинными дугами. На одних возвышаются горные хребты и активные вулканы, на других лежат известняковые плато с системой карстовых воронок и озер. Побережья заняты мангровыми лесами, а под водой тянутся коралловые рифы, формирующие один из самых богатых морских регионов планеты. Да и на суше в джунглях помимо филиппинцев на островах живут редкие виды животных, встречающиеся только здесь. Поэтому мы сегодня отправляемся на Филиппинские острова и попытаемся разобраться, как устроен этот архипелаг и чем он так интересен. Поехали! Филиппины – это огромный архипелаг Юго-Восточной Азии, лежащий между Тайванем на севере и Борнео на юго-западе, состоящим примерно из 7641 острова. Общая площадь около 300 тысяч квадратных километров, что делает Филиппины одной из крупнейших островных стран мира. Архипелаг вытянут с севера на юг почти на 1850 километров. Традиционно выделяют три большие островные группы – Лусон, Висай и Минданао. Лусон на севере – крупнейший остров. Здесь находится центральная равнина, высокогорье Кордильеры и хребет Сьерра-Мадре, а также Манильский залив и крупные озера, включая Лагун-де-Бай. На юго-западе от него лежит вытянутый Палаван. В центре страны расположен пучок Висайских островов – Панай, Негрос, Себу, Бахол, Лейте, Самар и другие. Еще южнее Минданао с собственными горными системами, плато и котловинами, а к нему тянется цепочка островов Сулу. Берега Филиппин сильно изрезаны проливами, бухтами и заливами, а множество островов дает суммарную береговую линию свыше 36 тысяч километров, одну из самых протяженных в мире. Вокруг лежат несколько морей. На востоке Филиппинское море, на западе Южно-Китайское, на юге море Сулавеси. У восточного побережья Минданао проходит Филиппинский желоб глубиной более 10 километров, один из самых глубоких океанических желобов планеты. Архипелаг входит в зону Тихоокеанского огненного кольца. Острова сложены преимущественно вулканическими и осадочными породами. Множество вершин действующие или потухшие вулканы – Майон, Тааль, Пинатуба, Апо. Сейсмическая активность очень высокая и ежедневно фиксируются землетрясения разной силы. Рельеф сочетает горные массивы, вулканические конусы, высокие плато, речные долины и прибрежные равнины. Есть и реки. Крупнейшие – это Кагаян на Лусоне, Рио-Гранде-де-Минданао, Агусан, Пампанга. Климат тропическо-морской. Тепло и влажно круглый год, с различиями по количеству осадков. Архипелаг открытый для муссонов и тайфунов, поэтому режим осадков и природной опасности тесно связаны с положением страны в западной части Тихого океана. Но эта информация общая, а хотелось бы поподробнее рассмотреть Филиппины. Островов, конечно, 7641, и это огромное количество, а взять, например, 20 самых крупных, и это уже совсем другое дело. Давайте так и поступим, и будем двигаться с севера на юг, изучая их понемногу. И начнем мы с самого севера, где в водах пролива Лусон лежит небольшой, но интересный островной мир Батанес, или, если говорить о первом острове, на нашем пути Батан. Это самая северная точка Филиппин, группа из нескольких вулканических островов, которые стоят на границе двух мощных ветровых систем – северо-восточного Амихана и юго-западного Хабагата. На Филиппинах климат держится на двух больших ветрах-гигантах – Амихане и Хабагате.
понятия, которые определяют жизнь архипелага. Когда море спокойно, когда приходят тайфуны, когда рыбаки выходят в океан, а когда лучше сидеть дома и слушать грохот дождя по жестяным крышам. Из-за этого погода здесь меняется очень быстро, а климат отличается от привычного филиппинского тропического тепла. Батанес заметно прохладнее, а зимой сюда доходят воздушные массы от Тайваня. Батан сам по себе невелик, но его рельеф очень выразителен. Это череда округлых холмов, скалистых уступов и базальтовых берегов, сформированных древними извержениями. Высокой лесистости здесь нет. Преобладают травянистые склоны, которые создают открытые ландшафты, редкие для остального архипелага. В прибрежной зоне встречаются небольшие рифовые платформы, а у берега отмечены сильные течения, потому что пролив Лусон соединяет теплые филиппинские воды с холодными потоками, идущими от Формозского течения. Острова Батанес, несмотря на свой небольшой размер и суровый океанический климат, обладают удивительно богатой фауной. Здесь встречаются виды, которые либо полностью эндемичны, либо крайне редки в других частях Филиппин. Одна из самых заметных рептилий – это змея Куфия Макгрегора. Это небольшой древесный щитомордник, обитающий в кустарниках и каменистых склонах Батанеса. Он эндемичен почти исключительно для островов Батан и Саптанг. Среди позвоночных свое присутствие уверенно заявляет пальмовый вор, крупнейший наземный членистоногий на планете. На островах Батанес его можно встретить в зарослях недалеко от побережья. Пальмовый вор ведет в основном ночной образ жизни, поднимается на деревья и разламывает кокосы мощными клешнями. Помимо них на Батанес встречаются филиппинские подвиды летучих лисиц, несколько редких видов морских птиц, а в водах вокруг островов множество видов китообразных. За Батанесом острова Бабуян. Архипелаг Бабуян – это цепочка из 24 островов вулканически-кораллового происхождения, раскиданных в северной части Филиппин, в проливе Лусон. Их общая площадь составляет около 590 квадратных километров, но каждый остров имеет собственный рельеф и биологические особенности. Архипелаг состоит из 5 крупных островов и окружающих их более мелких. Это острова Бабуян, Калаян, Далупири, Фуга и Камигин. Самый крупный Калаян, площадью 196 квадратных километров. Он вытянут вдоль моря, имеет холмистый рельеф и окружен небольшими скальными островками. Самая высокая точка архипелага – гора Пангасун, высотой 1108 метров. А это вулкан Смит на острове Бабуян-Кларо в архипелаге Бабуян. Его легко узнать по почти идеальному конусному профилю и широким лавовым полям у подножья. Это один из немногих действующих вулканов северных Филиппин. На небольшом острове Далупири обитает самая редкая змея Филиппин – волчья змея Росса, вид, находящийся на грани исчезновения. На Калаяне живет эндемичный калаянский пастушок, нелетающая птица, открытая только в нашем веке. Южнее остров Лусон, крупнейший остров Филиппин и один из ключевых географических центров всей страны. Лусон – самый большой и самый густонаселенный остров Филиппин. Он расположен в северной части архипелага и занимает площадь более 105 тысяч квадратных километров. Здесь сосредоточены главные политические и экономические центры страны – Манила и Кесон-Сити. По состоянию на 2025 год на Лусоне проживает около 64 миллионов человек, что составляет более половины населения страны. Форма острова напоминает вытянутое плато, от которого тянется длинный восточный полуостров Бикол. Северная часть острова – это сочетание горных хребтов, долин и высокогорных лесов. Центральная кордильера проходит через весь север и включает самую высокую точку региона – гору Пулак, высотой 2922 метра. Многие слышали о кордильерах, крупнейшей по протяженности горной системы на Земле. Но оказывается, кордильеры есть не только в Америке, есть они и на Филиппинах. Кордильеры – главный горный массив северного Лусона, формирующий каркас острова. Эта система включает несколько хребтов, среди которых центральная кордильера, горы Ифугао и Абра. Рельеф резко расчленен глубокими долинами и крутыми склонами, что сделало регион естественной крепостью для местных племен Калинга, Банток и Ифугао. К
кто-то видел ребристые красочные виды в горах. Это рисовые террасы Ифугао. Представляют они собой сложную систему ступенчатых полей, вырезанных в склонах центральных кордильер. Их возраст оценивают примерно в 2000 лет, хотя многие террасы значительно моложе и регулярно перестраивались с местными общинами. Террасы используют воду из горных источников и лесных водосборов и служат основой традиционного земледелия народа Ифугао, где выращивают рис и овощи. В кордильерах находится одна из самых известных горных плотин Лусона, расположенная в провинции Бенгет, в верховьях реки Агно. Построенная в 1956 году, она стала одним из первых крупных гидроэнергетических проектов Филиппин. Высота плотины достигает 129 метров, что позволяет удерживать значительный объем воды и формировать озеро Амбуклао, вытянутое горное водохранилище, окруженное сосновыми лесами кордильер. Дамба обеспечивает электроэнергией весь север Лусона и участвует в регулировании стока реки Агно, снижая риск наводнений в низовьях. Территория вокруг водохранилища известна как зона прохладного климата, тропических хвойных лесов и горных троп. Амбуклао входит в связку гидросистемы вместе с соседней плотиной Бенгет, формируя один из ключевых водных ресурсов кордильерского региона. Гора Пулак – третья по высоте гора Филиппин, достигающая 2922 метра. Она расположена на границе провинции Бенгет, Ифугао и Нуэва-Виска. В центре кордильер. Пулак известна своим уникальным морем облаков, которое покрывает склоны по утрам, и редкими горными экосистемами, мшистыми лесами, карликовыми соснами и луговыми зонами на вершине. Гора Пулак – одна из самых богатых с точки зрения биоразнообразия мест на Лусоне. Здесь зарегистрировано более 500 видов растений, включая карликовый бамбук, покрывающий верхние склоны, и массивы бенгетской сосны или сосны островной, трехигольчатой, формирующей характерные высокогорные леса. Ниже по высоте тянутся мшистые леса, насыщенные лишайниками, орхидеями и папоротниками. Животный мир представлен 30 видами птиц и рядом млекопитающих, включая филиппинского оленя и тонкохвостую облачную крысу, также известную как боот, весом до 2,5 килограммов, эндемика кордильер. Восточный край Лусона занимает Сьерра-Мадре, самый длинный горный хребет Филиппин, протянувшийся более чем на 500 километров вдоль восточного побережья Лусона, от провинции Кесон до Кагаяна. Этот массив служит естественным барьером, принимая на себя основные удары тихоокеанских тайфунов и защищает центральные районы острова. Хребет состоит из крутых склонов, глубоких оврагов и труднодоступных плато, покрытых первичными тропическими лесами. В этих лесах сохраняются редкие виды, включая филиппинского оленя, кабанчиков, несколько эндемичных грызунов и богатое разнообразие птиц. Сьерра-Мадре также является важной водосборной зоной, питающей крупные реки Лусона и поддерживающей рисовые долины Кагаяна и центральной равнины. Между двумя хребтами раскинулась Кагаянская долина, крупнейшая межгорная равнина Лусона. По ней течет река Кагаян, самая длинная река страны. Эта территория важна как сельскохозяйственный район, поскольку сочетание плодородных почв и сезонных осадков создает благоприятные условия для земледелия. Южнее начинается центральная Лусонская равнина, самая крупная равнина острова, занимающая около 11 тысяч квадратных километров. Регион называют рисовой чашей страны. Здесь расположены крупнейшие сельскохозяйственные угодья, используемые для выращивания риса, кукурузы и тростника. Водоснабжение обеспечивают две реки – Кагаян на севере и Пампанга на юге. В центре равнины возвышается одиночная гора Араят, потухший вулкан, который выделяется на фоне ровного ландшафта высотой 1026 метров. Его вершину занимает разрушенный эрозией кратер диаметром около километра, придающий горе неровный разорванный силуэт. С 1933 года гора входит в категорию национального парка, а позже стала популярным туристическим маршрутом. На западной стороне острова сформирована Манильская агломерация. В ее основе естественная
крупная гавань Манильской бухты, которая остается важным торговым портом. Бухта имеет широкое устье и защищенные берега, что сделало ее центром исторической торговли и колониального освоения. Через Манилу протекает река Пасиг, связывающая бухту с крупнейшим пресноводным озером страны – Лагуна-де-Бай. Лагуна-де-Бай действительно крупнейшее озеро Филиппин и один из ключевых водоемов острова Лусон. Его площадь достигает 950 квадратных километров, а берега растянуты на десятки. Длина озера около 40, ширина до 36. Глубины сравнительно небольшие, в среднем 3 метра, максимум около 20. В озеро впадает 21 река, а вытекает лишь одна – Пасиг, связывающая лагуну с Манильской бухтой. На его глади расположены острова Талим и Уандер, а само озеро сформировалось серией древних вулканических извержений. Рядом Манила, город-столица, стоящий в центре огромной агломерации на западном побережье острова Лусон, обращенной к Манильскому заливу. Географически она расположена в устьевой зоне именно реки Пасиг, которая соединяет озеро Лагуна-де-Бай с морем. Манила – часть мегаполиса Большая Манила, которая включает 16 городов и одну муниципалитетную зону и тянется вдоль побережья залива, занимая ключевой транспортный узел страны, пересечение морских путей, крупный порт и воздушных маршрутов Юго-Восточной Азии. В границах города Манила живет порядка 2 миллионов человек. Вся агломерация метро Манила около 13,5 миллионов человек. Если учитывать великую агломерацию с пригородами и окрестностями, население может превышать 25 миллионов человек. А к югу от Манилы рельеф поднимается к хребту Тагайтай, над которым расположено озеро Тааль. Озеро Тааль и вулкан Тааль в провинции Батангас образуют одну из самых необычных геологических систем Филиппин. Озеро – это крупный древний кальдерный водоем, возникший после колоссального извержения, произошедшего тысячи лет назад. В его центре находится остров-вулкан, над которым расположен самый активный вулкан Тааль, один из самых маленьких, но опасных на нашей планете. На вершине находится кратерное озеро, а внутри него еще один крошечный остров, создающий вулкан в озере, вулкане в озере. И весь регион подвергается сейсмической активности. 30 января 1911 года самое сильное в 20 веке извержение, где погибло 1335 человек. Извержение 1965 года погибло около 200 человек, а последнее извержение состоялось в марте 2022 года. Хребет Замбалис тянется вдоль западной окраины Лусона, отделяя узкие прибрежные равнины от широкой центральной Лусонской долины. Это мощный вулканический массив, возникший на месте столкновения Евразийской и Филиппинской плит. В его пределах расположен Пинатуба, вулкан, который долго оставался почти неприметной вершиной. Все изменилось в июне 1991 года. Гигантское извержение подняло столб пепла на десятки километров и оставила вместо вершины обширную кальдеру. Сегодня Пинатуба – это мир каньонов, лохаровых русел и холодно-серо-голубого озера в кратере, ставший одним из самых впечатляющих маршрутов Лусона. Южнее стоят две отдельные горы. Это Макилинг, потухший вулкан с влажными лесами, и Банахау – массивное возвышение, которое имеет культурное значение для местных общин. Гора Банахау – один из самых заметных вулканов Лусона, возвышающийся на 2170 метров. Это вулканический массив с 3 вершинами, окруженный густыми тропическими лесами. Главный кратер Банахау протяженностью около 3,5 километров образовался после мощного извержения 1730 года, изменившего рельеф и уничтожившего озеро, когда-то существовавшее на вершине. Территория входит в охраняемый природный ландшафт Банахау-Сан-Кристобаль площадью более 10 тысяч гектаров, где встречаются редкие растения, мхи, папоротники и множество птиц. На Лусоне помимо рек и речушек множество водопадов. Один из них находится в национальном парке Паксаджан Фоллс.
Река Бумбуган падает с высоты в глубокий каньон, образуя широкий поток, который обрушивается в природный бассейн, известный как Дьявольский котел. А мы двигаемся на юго-восток. Юго-восточная часть Луссона формирует полуостров Бикол. Это территория с высокой вулканической активностью и чередованием горных массивов и низин. Главная вершина региона — это вулкан Майон, известный своей симметричной формой. Вулкан Майон является одним из известных стратовулканов всего мира. Его высота достигает 2460 метров, а симметричная форма делает Майон географической доминантой всего региона. Этот вулкан лежит в пределах так называемой Тихоокеанской огненной дуги, где плиты океанической коры погружаются под филиппинский подвижный пояс, создавая цепочки активных вулканов. Майон – один из самых активных вулканов Филиппин. С середины 17 века зарегистрировано более 50 извержений различной силы. Главный тип его активности – потоковые и пепловые выбросы, иногда сопровождающиеся лахарами, которые сходят по его крутым склонам после сильных дождей. Рядом находятся вулканы Ирига, Булусан и Исарок. Вулкан Исарок – один из ключевых природных центров юго-восточного Луссона и крупнейший охраняемый ландшафт региона Бикол. Это потенциально активный стратовулкан высотой 2011 метров, с широкой вершиной и кратером около 2,5 километров. Его склоны покрыты густыми дождевыми лесами, где насчитывается более 1300 видов растений, включая орхидеи, мхи и лекарственные деревья. В парке обитают филиппинские олени, кабаны, обезьяны, редкие грызуны и около 143 видов птиц, из которых 15 являются эндемичными. Здесь водится сетчатый питон. Это один из самых распространенных крупных змей Филиппин и один из крупнейших змей мира. На Луссоне он обитает в низменных тропических лесах, во влажных равнинных зарослях, в мангровых массивах, возле рек и озер. Сетчатый питон на Луссоне обычно мельче, чем в Индонезии или Малайзии, но все равно нередко достигает 6 метров, а отдельные особи могут превышать и 7. Змеи охотятся на птиц, летучих лисиц, грызунов, мелких оленей, включая филиппинского, а иногда и на домашних животных. На рифах можно встретить черепах, рифовых акул, барракуд и стайных рыб, которые на рассвете образуют настоящие живые спирали. В отдельных регионах Луссона наблюдают мант, крупных, легких в движении скатов. Они как будто летают в толще воды. Их широкие крылья тянутся на несколько метров. А еще можно встретить самых больших рыб на нашей планете – китовых акул, проходящих вдоль миграционных путей. Китовые акулы на Филиппинах гости частые, но встречаются они не повсюду. Это странствующие гиганты, которые идут за планктоном и теплыми течениями, поэтому их маршруты меняются. А мы из Луссона перемещаемся на остров Катандуанес. Катандуанес – крупный остров у восточного побережья Луссона, около 1500 квадратных километров, омываемый Филиппинским морем. Он лежит прямо на линии, куда первыми приходят тихоокеанские циклоны, поэтому его часто называют островом бурь. Но именно это положение сформировало его особый рельеф. Длинное горное ядро тянется с севера на юг, образуя крутые склоновые леса, а в долинах располагаются небольшие равнинные реки, стекающие в прибрежные бухты. Восточное побережье высокое и скалистое, западное более спокойное, с песчаными пляжами и коралловыми рифами. Флора острова включает влажные леса, мшистые горные участки и прибрежные мангры. Встречаются орхидеи, пальмовые виды, лекарственные деревья и множество растений, характерных для биомов Бикола. В верхних лесах обитает катандуанесская каменная лягушка и ряд эндемичных пресноводных видов. На побережье встречаются морские черепахи, а в манграх живут колонии цапель и белогрудых орланов. Катандуанес – один из наиболее богатой природой островов региона Бикол. Его тропические леса, сохранившиеся лучше, чем на больших крупных островах Луссона, служат убежищем для множества эндемичных животных. Здесь встречается филиппинский бурый олень, летучие лисицы и редкие виды летучих мышей, миндорские бородавчатые свиньи, цеветы, крупные питоны, вараны и плащеносные ящерицы. Мир птиц особенно разнообразен. Зимородки, пастушковые птицы, цапли, перепела, совы, филиппинская утка и очень необычная филиппинская
филиппинская птица-носорог. Это лесная птица из семейства носороговых, узнаваемая по большому изогнутому клюву и яркому шлему на верхней части. Она поедает крупные плоды и распространяет семена, поддерживая восстановление тропического леса. Живет в высоких кроновых слоях, создает гнезда в дуплах больших деревьев и образует небольшие семейные группы. Прибрежные воды богаты моллюсками, трепангами, коралловыми видами и летучими рыбами. Весной у восточного побережья нередко проходят стада дельфинов и китов, а течение Курасио приносит богатые миграционные пути тунца. По другую сторону Лусона – остров Мариндук. Остров Мариндук расположен в центральной части филиппинского архипелага и считается его географическим центром, или, как говорят, еще сердцем. По форме он действительно напоминает сердце и занимает площадь около 950 квадратных километров. На севере остров отделен от полуострова Бандок проливом Пампонг. На юге выходит к морю Сибуян. Западная граница проходит вдоль пролива Таблас, разделяющего Мариндук и остров Миндоро. На северо-востоке находится несколько меньших островов – Пола, Манивая и Мампонг. Самая высокая точка Мариндука – гора Малиндик, 1157 метров. Это стратовулкан. Он расположен в южной оконечности острова и служит водоразделом для местных рек и ручьев. Мариндук известен множеством пещерных систем. Пещера Батала находится недалеко от Барангай-Пил в муниципалитете Санта-Крус и представляет собой крупную карстовую полость. Пещеры Тарук – это 3 известняковые камеры, поднятые примерно на 100 метров над уровнем моря. Пещера Багумбунган расположена на территории Сан-Исидро и Пуноги. Отличается сложной системой подземных ходов и подземной речкой. На западной стороне острова находится пещера Талао, цепочка из 12 полостей, выходящих к морю. А Миндоро – 7-й по величине остров Филиппин и один из самых биологически ценных. Его горная ось тянется с севера на юг почти на 200 километров, формируя хребет Миндоро. Главная вершина – гора Халкон, 2586 метров, крутая и труднодоступная, окруженная густыми влажными лесами. Изоляция острова сыграла решающую роль в формировании местной природы. В плейстоцене Миндоро не был соединен с Лусоном или Висаями, поэтому многие виды формировались здесь самостоятельно. Сегодня Миндоро – отдельный экорегион, выделяемый как один из очагов эндемизма у позвоночных. Здесь встречаются леса всех высотных поясов, создавая условия для уникальных животных. Главный символ острова – карликовый буйвол Тамара, один из самых редких копытных в мире. Небольшой, мощный, скрытный, он держится в горах и лесах, избегая людей. Вид находится под критической угрозой исчезновения. Миндорский олень, лесной подвид филиппинского оленя, обитающего только здесь, предпочитает склоны хребтов и густые заросли, куда трудно попасть человеку. Миндорская бородавчатая свинья – редкий и плохо изученный вид диких свиней, живущих в центральных горах острова, отличается 3 лицевыми бородавками и более грубой щетиной. Кроме млекопитающих, на острове живет десятки видов эндемичных птиц, уникальных сцинков, редких летучих мышей и множество орхидей. А недалеко от Миндоро расположен Апа-риф, крупнейшая непрерывная коралловая система Филиппин и одна из самых протяженных в Азии. Он расположен в море Сула, к западу от острова Миндоро, и охватывает площадь около 34 квадратных километров. Это место считается эталонным образцом коралловых экосистем Филиппин. Здесь встречается свыше 500 видов коралловых рыб и около 400 видов беспозвоночных. Апа-риф – важная часть миграционных маршрутов крупных морских животных. В его водах фиксируются морские черепахи, рифовые акулы, скаты, манты и барракуды. Это один из немногих регионов страны, где сохраняются стабильные популяции гигантских групперов. Благодаря высокой прозрачности воды Апа-риф является одним из ключевых центров научных исследований и охраны коралловых систем. А на востоке от Миндоро находится остров Масбате. Он занимает стратегическую позицию на стыке Филиппинского моря и внутренних морей архипелага. Площадь острова составляет около 4000 квадратных километров. Рельеф Масбате в основном холмистый, без высоких горных массивов. Центральную часть острова занимает система невысоких известняковых возвышенностей, чередующихся с плато и узкими долинами. Береговая линия сильно изрезана, образуя многочисленные бухты, полузакрытые заливы и небольшие полуострова.
Восточное побережье смотрит в сторону Филиппинского моря и подвергается большому воздействию океанских ветров и волн, тогда как западная сторона более спокойная, обращенная к Висайским водам. На острове обитает филиппинская пальмовая цивета, мелкий ночной хищник семейства виверовых, распространенных на ряде крупных островов архипелага, включая Лусон, Самар, Лейте, Минданао, и весит от 2 до 4 килограммов. Ведет ночной образ жизни, питаясь фруктами, мелкими животными и насекомыми. Филиппинская кукушка, обитающая только на Филиппинах. Это небольшая птичка длиной около 20 сантиметров, с серо-коричневым оперением, длинным ступенчатым хвостом и громким характерным криком, который легко услышать в лесах островов. Кукушка ведет скрытый образ жизни, прячется в подлеске тропических лесов и питается насекомыми, кузнечиками, гусеницами, жуками. Как и многие кукушки, она может откладывать яйца в чужие гнезда, обычно к мелким певчим птицам. А мы движемся на юг, к Висайским островам. Какие такие Висайские? Были же вроде на Филиппинах. Все верно. Висайские острова — это центральная группа филиппинского архипелага, расположенная между Лусоном на севере и Минданао на юге. Это один из 3 главных регионов страны, включающий множество больших и малых островов, связанных общей историей, языками и природой. Крупнейшие острова региона — это Панай, Негрос, Сибу, Бахоль, Лейте и Самар. Их рельеф крайне разнообразен, от вулканических массивов и известняковых плато до широких долин горных озер, мангровых побережий и глубоких морских проливов. Через регион проходят важнейшие тектонические разломы, что объясняет частую вулканическую активность и наличие таких вершин, как Анлао на Негросе или Булусан на соседнем Самаре. А Самар занимает особое место среди крупных островов Филиппин. Это 3-й по площади остров страны после Лусона и Минданао. И самый восточный из всей группы Висайских островов. С запада его омывает Самарское море, с севера и востока открытое Филиппинское море, где рождаются мощные циклоны, а южнее его отделяет от Лусона лишь узкий пролив Сан-Бернардино. Рельеф Самара отличается мягкостью по сравнению с горными массивами центральных Висайских островов. Внутренние районы представляют собой череду холмов и невысоких плато, покрытых густым влажным лесом. Самая высокая вершина — это гора Хурав, около 900 метров. Низменные равнины встречаются преимущественно вдоль побережий и в устьях рек. Речная сеть острова развита умеренно. Реки короткие и распределены радиально и быстро несут воду к океану. Климат острова определяется его положением на восточной оконечности Филиппин. Здесь нет выраженного сухого сезона. Дожди идут от 7 до 10 месяцев в году, а самые сильные осадки приходятся на северо-восточные побережья, находящиеся под постоянным воздействием Амихана и тихоокеанских циклонов. Остров часто первым принимает на себя удары тайфунов, возникающих над теплыми водами Филиппинского моря. Тайфуны – это главный ударный механизм филиппинской природы, которые каждый год проходят над архипелагом. Филиппины лежат на тропическом перекрестке, там, где сталкиваются теплые воды Тихого океана и потоки влажного воздуха, создавая идеальные условия для рождения штормов. В среднем страну ежегодно достигают 15-20 тайфунов, и почти каждый оставляет свой след. Сильные дожди, штормовой ветер, наводнения, оползни и разрушенное побережье. Большинство тайфунов формируется на востоке, в теплых водах Филиппинского моря. Они движутся с востока на запад, сначала обрушиваясь на Самар, Биколь или Восточный Лусон, а затем проходят дальше на запад, к Висаям и Минданао, либо уходят к Южно-Китайскому морю. Филиппины играют как бы роль ворот, через которые штормы проходят в Азию. Наиболее опасные тайфуны возникают во время сезона Хабагата с июня по октябрь, когда влажный юго-западный ветер подпитывает штормы. Но даже зимой случаются исключения. Холодный Амихан может менять траекторию циклонов. За последнее время с 2010 года отмечено 6 супертайфунов 5-й категории. Многие описаны лишь в последние десятилетия. Тайфун Хайян 2013 год – один из мощнейших циклонов, зарегистрированных на планете. Скорость ветра превышала 315 км в час. Погибло не менее 6000 человек. Эпицентр разрушений – Восточные Висаи.
Тайфун Хаима 2016 год, один из сильнейших за последние десятилетия. Порывы до 315 км в час ударили по Кагаяну и северному Лусону. Тайфун Гони 2020 год, в момент выхода на сушу, самый сильный тайфун 2020 года в мире. Ветер до 335 км в час ударил по Биколу, особенно по Албаю и Катандуанису. Тайфун Рай, декабрь 2021. Совсем недавний и очень разрушительный. Скорость ветра до 260 км в час. Пострадали Сиаргао, Динагат и Южные Висао. Тайфун Эгей 2023 года стал самым сильным штормом 2023. На Филиппины напрямую не обрушился, но прошел рядом, вызвав сильные дожди и шторм на Лусоне. Тайфуны помимо разрушений несут и много влаги, поэтому главное природное богатство Самара – леса. На острове расположен природный парк «Остров Самар» площадью около 300 тысяч гектаров, крупнейший на Филиппинах массив. Фауна региона не менее впечатляющая. В непроходимых лесах встречается филиппинская парусная ящерица, краснобрюхий какаду, гигантская летучая лисица с золотой короной, филиппинский крокодил и другие виды, правда находящиеся под угрозой исчезновения. На некоторых участках отмечены встречи филиппинского орла, одного из самых редких хищников планеты. Карстовые массивы муниципалитета Бейси славятся колониями летучих мышей и редкими видами земноводных. На Самаре встречается филиппинская макака, один из самых широко распространенных приматов архипелага, но ее ареал распределен неравномерно и связан с древней географической историей отдельных островов. Этот подвид встречается на Лусоне, Панае, Негросе, Сибу, Бахоле, Лейте, а также на Минданао и нескольких островах меньшего размера. На большинстве крупных островов она занимает леса низин, мангры, заросли вдоль рек и кокосовые плантации. На Висайских островах, таких как Сибу и Бахоль, животные сумели выжить даже в районах с фрагментированной растительностью, приспособившись к жизни рядом с населенными пунктами. На Панае и Самаре макаки встречаются в охраняемых лесах и национальных парках. На западе Самар соседствует с островом Лейте, и два острова соединяются знаменитым мостом Сан-Хуаника, самым длинным в стране. Мост Сан-Хуаника – инженерная артерия Филиппин, соединяющая острова Самар и Лейте через узкий, но глубокий пролив Сан-Хуаника. Его общая длина составляет 2164 метра, ширина 14, а самый длинный пролет достигает 192. Конструкция включает 43 пролета, образующие плавную, почти волнообразную линию над водой. Мост был открыт в 1973 году и изначально назывался Маркос-Бридж. Лейте – один из ключевых островов Восточных Висай. Его площадь составляет около 7400 квадратных километров. Рельеф Лейте сочетает низменные прибрежные равнины и центральные холмистые массивы. Основная горная цепь проходит по восточной части острова. Здесь же находится одно из наиболее заметных вершин – гора Лоба и несколько вулканов, связанных с формированием Восточно-Филиппинского хребта. Восточное побережье выходит непосредственно к Филиппинскому морю, что делает его зоной частых циклонов. Западная сторона более защищена. На Лейте расположено крупное внутреннее пресноводное озеро Данао, окруженное лесами и используемое как природный водный резервуар. Остров пересекают многочисленные короткие речки, питаемые осадками, и большая часть территории получает дождь почти круглый год. Климат влажно-тропический, без выраженного сухого сезона. На острове обитает филиппинский шерстокрыл или кагуан. Одно из самых удивительных созданий Лейте и соседних островов – это не летучая мышь и не белка-летяга, хотя он умеет парить между деревьями на десятки метров. Его широкая перепонка натянута от шеи до кончика хвоста и превращает тело в живой планер. Днем шерстокрыл скрывается в дуплах и густых кронах, а вечером медленно стекает вниз по стволу, чтобы отправиться на кормежку. Он питается молодыми листьями, цветами и соками, передвигаясь осторожно, ступая почти бесшумно. Шерстокрыл живет парами или маленькими группами и играет важную роль в жизни леса, помогая деревьям распространять семена.
А мы переходим к центральным островам. Это остров Панай, Негрос, Сибу и Бохоль. Панай – крупный остров. Его площадь превышает 12 тысяч квадратных километров, а форма напоминает неправильный треугольник, вытянутый к юго-западу. Панай расположен между островом Масбате на севере, островом Негрос на востоке и морем Сулу на западе. Главная географическая особенность Паная – центральный горный хребет Центральный Панай, вытянутый с севера на юг. Он формирует естественный водораздел острова и создает контраст между влажным западным побережьем и более засушливой восточной частью. Наивысшая точка – гора Мадьяс, 2117 метров, один из самых впечатляющих пиков Висайских островов. Западные склоны гор круто обрываются к морю, образуя узкую полосу равнин. Восточная часть постепенно переходит в более широкие низменности. Флора Паная представлена остатками лесов в горах, мшаниковыми и туманными лесами выше 1800 метров. Эти участки являются последними убежищами нескольких эндемиков – панайской юлы, панайской бородавчатой свиньи и панайского пятнистого оленя. Панайская юла – это эндемичный землеройковый зверек острова Панай. Это представитель семейства землероек, маленькое насекомоядное животное, связанное с влажными горными лесами центральной части острова. Панайская юла ведет скрытный наземный образ жизни, активно ищет пищу в подстилке среди корней. Основу рациона составляют насекомые, личинки и мелкие беспозвоночные. Вид встречается на ограниченной высоте, обычно в относительно нетронутых участках леса. А на севере Паная находится знаменитый Боракай, небольшой островок. Его длина около 7 километров, ширина менее 1, а рельеф представлен низкими холмами и узкой прибрежной полосой. Главная географическая особенность – длинный песчаный берег на западной стороне, формируемый мелким коралловым песочком. Остров окружен мелководными рифами, из-за чего вода имеет устойчивый светлый оттенок. Климат тропический, с сухим сезоном зимой и влажным летом. Постоянный ветер делает север острова подходящим для водных видов спорта, а западная часть остается центром туристической инфраструктуры. Негрос – один из самых крупных островов Висайского региона и один из самых контрастных. Его легко узнать по вытянутой форме и гряде, которая делит остров на две части. Центральный горный хребет тянется почти на всю длину острова, формируя естественный климатический барьер. На его юго-западной стороне поднимается гора Канлаон, активный стратовулкан высотой 2435 метров, самый высокий пик острова и один из главных вулканов Филиппинской дуги. Склоны Канлаона покрыты плотными тропическими лесами, где сохранились участки первичной растительности и богатое биоразнообразие. Береговая линия Негроса изрезана заливами, рифовыми мелями и небольшими полуостровами. Озеро Балинсая-Сайо – высокогорный водоем на острове Негрос, расположенный в кальдере древнего вулканического комплекса. Лес вокруг густой, влажный, с частыми туманами, формируемые перепадом температур между водой и горными склонами. Берега крутые, глубина значительная, дно уходит к центру почти отвесно. Озеро связано с соседним озером Данао, коротким перешейком. На юге открывается район Дауина, известный своими рифами. Здесь тянутся одни из лучших мест для дайвинга на Филиппинах, включая заповедники Апа-Айленда. Фауна Негроса отражает его относительную изолированность. На острове встречаются несколько эндемичных видов. Негросская пятнистая цвета, негросская красная горлица, негросский фруктовый голубь. Редкие виды сохраняются главным образом в охраняемых территориях, прежде всего в национальном парке вулкана Канлаон и в Негросском лесном биоцентре. Остров Сибу, вытянутый узкой полосой с севера на юг почти на 200 километров. Его ширина колеблется от нескольких километров до 40, поэтому большая часть ландшафта представляет собой цепь вытянутых горных хребтов, идущих вдоль всей оси острова. Центральный массив состоит из известняков и вулканических пород, прорезанных карстовыми формами, подземными руслами и глубокими долинами. Гора Осмения – наивысшая точка острова Сибу и часть хребта Манталунгон, расположенного в южной его части. Высота достигает примерно 1013 метров. Район характеризуется карстовым рельефом. Вершины представляют собой группу острых известняковых пиков, образованных в результате длительной эрозии древних морских отложений.
Реки Сибу короткие, с резкими уклонами и быстрым течением, поскольку остров вытянут и имеет ограниченную площадь водосбора. Большинство потоков начинается на центральном хребте и спускается к морю по прямым линиям, не успевая сформировать широких долин или разветвленных пойм. Они питаются сезонными дождями, поэтому уровень воды меняется резко, а русла часто прорезают узкие каньоны в известняковых породах. Благодаря такому рельефу на Сибу сформировано большое количество водопадов. Самый известный из них – Кавасан, расположенный в юго-западной части острова. Он состоит из нескольких каскадов и связан с сетью коротких горных рек, спускающихся с центрального плато. На рифах зафиксированы сотни видов кораллов, губок и рыб. Среди них лисица-акула, отличающаяся длинной верхней лопастью хвоста, которую она использует для оглушения рыбы. Акулы этого рода держатся на глубинах у бровок рифа и подходят к мелководью преимущественно на рассвете и в сумерки. За Сибу на востоке остров Бахоль, занимающий площадь около 4800 квадратных километров. По форме остров напоминает округлую плиту, слегка приподнятую в центре. Основу Бахоля составляет известняковое плато, поднятое в результате тектонических движений и последующей эрозии. Именно эти процессы создали один из самых узнаваемых ландшафтов – известняковые холмы, известные как шоколадные. Это порядка 1260 конусовидных бугров высотой от 30 до 120 метров, расположенных почти симметричными рядами. Их форма связана с эрозией известняковых пород, когда тропические дожди постепенно вымывали мягкие карбонатные слои и оставляли более устойчивые фрагменты в виде отдельно стоящих холмов. Поверхность покрыта травой, которая в сухой сезон выгорает и темнеет, поэтому массив приобретает характерный коричневый оттенок. Холмы распределены группами и занимают значительную площадь центральной части острова. Флора острова представлена низменными лесами, мангровыми участками. На карстовых склонах встречаются эндемичные виды пальм, папоротников и орхидей. А фауна Бахоля особенно известна благодаря филиппинскому долгопяту, одному из самых маленьких приматов с крупными глазами. Вообще он обитает и на Минданао, и на Самаре, и на Лейте и соседних островах, предпочитая плотные тропические леса с развитым подлеском. Долгопят умеет вращать голову почти на 180 градусов, что компенсирует неподвижные глазные яблоки. Питается насекомыми, мелкими позвоночными и иногда беспозвоночными из подстилки. Активность начинается после захода солнца, когда температура и влажность стабилизируются. Кроме него на острове обитают летучие мыши, цеветы, вараны, а в прибрежных водах разнообразные коралловые рыбы и морские черепахи. А впереди нас ждет крупный филиппинский остров Минданао. Минданао – второй по величине остров Филиппин, огромный по площади и чрезвычайно разнообразный по рельефу. Его территория превышает 95 тысяч квадратных километров. И в отличие от более плотного и урбанизированного Лусона, здесь преобладает дикая малоосвоенная природа. Остров тянется на сотни километров с севера на юг, образуя сложное сочетание горных цепей, вулканических массивов, возвышенностей и котловин, окруженных полуостровами и бухтами. Центральную часть острова занимает центральное Нагорье Минданао, где сосредоточены крупнейшие горные системы. Именно здесь возвышается гора Апо, 1954 метра, высшая точка Филиппин. Апо – это вулкан, покрытый облаками, мхами, папоротниками и редкими эндемиками. Рядом расположен хребет Талакагон, части которого поднимаются выше 2600 метров. Эти высоты питают крупнейшие реки острова. Озеро Ланао – крупнейшее пресноводное озеро острова Минданао и одно из самых больших на Филиппинах. Оно лежит на высоте около 700 метров и занимает центральную часть плато Ланао, представляя собой древний вулканотектонический водоем. Озеро питается дождевыми стоками, малыми горными реками и подземными источниками. На северо-востоке лежит долина Алгусан, один из крупнейших болотных комплексов Юго-Восточной Азии. На Минданао есть и своя Ниагара. Водопад Тинуюан расположен в городе Бислинг на востоке Минданао и часто называется филиппинской Ниагарой.
из-за своей ширины и мощи. Его высота, кстати, около 55 метров, а ширина достигает 100, образуя многокаскадную стену воды, падающую в широкий природный бассейн. На Минданао можно встретить парусных ящериц. Это крупные древесно-водные агамы. Они обитают вдоль рек, озер и заболоченных участков, предпочитая теплые берега с густой растительностью. Характерный признак – высокий гребень на хвосте и спине у самцов, напоминающих парус. Он используется для демонстрации в брачный период и помогает стабилизировать тело при плавании. Ящерицы хорошо передвигаются по деревьям, но значительную часть времени проводят у воды, питаются листьями, плодами, цветами и насекомыми. Кстати, парусные ящерицы могут бегать по воде, и это одно из самых впечатляющих явлений в мире рептилий. У ящерицы длинные задние лапы с расширенными пальцами и мелкими чешуйками-лопастями по краям. Когда она убегает от хищника, лапа ударяет по поверхности воды с такой силой и частотой, что создается кратковременная воздушная подушка. Вода не успевает разойтись, и ящерица буквально шлепает по поверхности, удерживаясь за счет давления. Так она может пробежать несколько метров, пока скорость не упадет, после чего ныряет и скрывается среди корней. Помимо ящериц есть и более крупные представители. Это филиппинские крокодилы. Филиппинский крокодил – один из самых редких и локальных видов крокодилов в мире. Он обитает только на отдельных островах Филиппин, преимущественно в пресноводных реках, болотах и озерах. Они небольшие, взрослые особи достигают около 3 метров, и филиппинский крокодил почти исчез из-за разрушения болот, осушения рек и целенаправленного истребления. Его считали опасным и уничтожали повсюду. Сегодня в дикой природе осталось менее 200 особей, распределенных небольшими группками на Минданао и Лусоне. Джунгли Минданао занимают горные склоны и предгорья, формируя один из самых влажных и биологически насыщенных лесных массивов Филиппин. В их структуре выражено несколько ярусов: плотный подлесок, высокие деревья и моховые леса на больших высотах. В этих джунглях обитает самая большая популяция филиппинских гарпий, одних из самых редких, крупных и сильных птиц в мире. Размах крыльев достигает 2 метров, но главное отличие – это массивные лапы, длинные когти и высокая посадка тела, позволяющая охотиться в плотных кронах этого тропического леса. Голова украшена подвижным гребешком перьев, который поднимается при возбуждении или настороженности. Птица охотится преимущественно на млекопитающих, обезьян, летучих лисиц и крупных сцинков. Покидая Минданао, мы движемся на юг, к острову Басилан. Это крупный остров на юго-западе Филиппин, расположенный у северного входа в море Сулу. Площадь острова составляет около 1300 квадратных километров. Рельеф Басилана характеризуется чередованием прибрежных низменностей и центральных холмов. Они окружены влажными тропическими лесами, которые занимают значительную часть внутренней территории. Вулканических структур на острове нет, но местность пересеченная и богата речными долинами. Береговая линия довольно ровная, местами дополненная мангровыми зарослями и песчаными отмелями. Основные реки Басилан, Буланган и Малукса стекают с центральных возвышенностей и формируют плодородные аллювиальные равнины. Климат типичен для юга страны, без выраженного сухого сезона, с обильными осадками круглый год. Ураганы сюда почти не доходят, поскольку остров находится ниже основной траектории тайфунов. Басилан входит в биогеографический регион Сулу. Это острова, образующие длинную цепь суши между Минданао и Борнео. Это часть более крупной дуги, которая соединяет островные системы Филиппин и Малайзии. Архипелаг включает 3 основные части, собственно Басилан, острова Сулу и острова Тави-Тави, а также множество меньших островов и рифов. Большинство из них вулканического или кораллового происхождения. Рельеф отличается чередованием низких возвышенностей, прибрежных равнин и отдельных конусов древних вулканов. Флора островов сочетает участки тропического леса, вторичных лесных массивов, мангровых зон и прибрежной растительности. На юге ближе к Тави-Тави растут обширные мангровые системы, являющиеся важными нерестовыми площадками для морских организмов. Фауна Сула включает несколько эндемичных видов. Наиболее известный сульский козадой – редкая ночная птица, характерная для локальных лесных экосистем. Местные воды поддерживают популяции морских черепах и различных видов рыб.
рифовых рыб. На рифах обитают многочисленные колонии кораллов. А по другую сторону моря Сулавеси – остров Палаван. Палаван часто называют последним экологическим рубежом страны. И не случайно. Это длинный узкий остров, вытянутый на 450 километров между Южно-Китайским морем и морем Сулу. Его ландшафт – череда известняковых хребтов, мангровых берегов, тихих лагун и рифов, которые остаются одними из самых чистых в мире. В отличие от густонаселенных центральных островов Филиппин, Палаван сохранил редкую естественность. Большая часть территории покрыта лесами, а многие районы до сих пор труднодоступны. Центральный хребет, состоящий из древних известняков и мраморных пород, формирует сложный рельеф, на который нанизаны подземные реки, карстовые долины, пещеры и крутые пики. Гора Манталинганджан – высшая точка острова Палаван, достигающая около 2850 метров. Она расположена в южной части острова и формирует протяженный горный массив, служащий водоразделом для нескольких рек. Склоны покрыты влажными тропическими лесами, выше появляются моховые сообщества. Район известен высокой эндемичностью растений и животных и относится к охраняемым территориям. Также популярное для туристов место Эль-Нида, северная точка Палавана. Место, где известняковые башни поднимаются прямо из воды, создавая ландшафт, похожий на фантастическую декорацию. В узких проливах вода прозрачна до самого дна, а лагуны переливаются оттенками бирюзы и золота. Здесь множество скрытых пляжей, пещер и тихих бухт, куда можно попасть только с моря. Очень интересна подземная река Пуэрто-Принцеса, центральный объект природного наследия Палавана и одна из крупнейших подземных речных систем в мире. Река проходит через обширный карстовый массив и выходит прямо в море. Протяженность исследованных ходов превышает несколько километров, включая галереи с высоким сводом и широкими залами. Внутри летают летучие мыши и саланганы. Саланганы – это небольшие стрижеобразные птицы. Они обитают в Юго-Восточной Азии и предпочитают темные пещеры, где ориентируются с помощью эхолокации, подобно летучим мышам. А район вокруг реки представлен известняковыми утесами, участками тропического леса и крупными мангровыми массивами. Палаван – один из биологически самых насыщенных островов Филиппин. Его природное богатство напрямую связано с изолированностью и сложным рельефом. На острове зарегистрировано более 250 эндемичных видов животных, то есть тех, что не встречаются больше нигде. Палаванский бентуронг – локальный подвид медвежьего кота, обитающего в лесах центрального и северного Палавана. Это крупный зверек из семейства виверовых, отличающийся длинным полухватательным хвостом, помогающим удерживаться на ветках. Он ведет сумеречный и ночной образ жизни, активно перемещаясь по кронам в поисках плодов, молодых листьев и мелких животных. Очень интересный палаванский вонючий барсук, крупный представитель скунсовых, эндемичный для Палавана. Он меньше настоящего барсука, но крупнее большинства других скунсов. Длина тела достигает полуметра, а масса до 2,5 килограммов. Внешне он немного напоминает барсука. Крепкое тело, короткие мощные лапы с изогнутыми когтями, удлиненная мордочка с подвижным носом. Хвост, правда, очень короткий, всего 5 сантиметров, без характерного опушения. Глаза небольшие, ушные раковины почти незаметны. Животное роет почву в поисках беспозвоночных, проводит много времени на земле и предпочитает влажные леса. Палаванский панголин – эндемичный вид панголинов Филиппин, встречающийся на Палаване и нескольких соседних островах. Это ночное насекомоядное животное, покрытое роговыми чешуйками. Он питается муравьями и термитами, разрывая гнезда мощными когтями. При опасности сворачивается в плотный шар. Единственная эффективная защита вида. Но это не сильно помогло от влияния человека. Палаванский панголин сильно пострадал из-за браконьерства и торговли дикими животными, и сейчас считается критически уязвимым видом. Из птиц отметим палаванского павлинового фазана. Это тоже эндемичная птица острова и один из самых заметных видов местной фауны. Самцы имеют темное оперение с металлическим блеском и крупные глазчатые пятна на хвосте. Вид обитает в низинных тропических лесах, питается семенами, плодами и беспозвоночными. А в водах возле острова плавают дюгони, крупные морские млекопитающие, обитающие в теплых мелководьях Индо-Тихоокеанского региона, в частности в районе Палавана.
Они питаются морскими травами и проводят большую часть времени на мелких прибрежных плато. Дюгони медлительны, живут одиночно или небольшими группами и крайне чувствительны к разрушению морских лугов. Вообще весь филиппинский архипелаг входит в число мировых мегаразнообразных регионов. Здесь живут сотни эндемичных птиц, млекопитающих, пресмыкающихся, тысячи редких растений, гигантские деревья, коралловые рифы и мангровые леса. И вся эта уникальность уязвима. Главные экологические проблемы связаны с тем, что Филиппины – густонаселенная страна с быстрым ростом городов. Вырубка лесов на Лусоне, Палаване, Минданао сокращает места обитания диких животных. Развитие сельского хозяйства, особенно плантаций, бананов, кокоса, ананасов, меняет ландшафты. Рифы страдают от браконьерского рыболовства, динамитной ловли и глобального потепления. Загрязнение рек и прибрежных вод остается одной из самых острых проблем, особенно в Манильской бухте. Климатические угрозы – это тайфуны, повышение уровня моря и изменение температуры усиливают стресс для экосистем, а некоторые виды, такие как филиппинский орел и другие виды, уже находятся на грани исчезновения. Тем не менее, на архипелаге растет движение за охрану природы, расширяются заповедники, восстанавливаются мангры, люди борются с пластиком и создают программы для разведения редких животных. Филиппины – это архипелаг, где природа остается главной ценностью. Удивительное богатство видов, древние леса, коралловые рифы и редчайшие животные требуют бережного отношения, потому что любая утрата здесь невосполнима. Страна живет между двумя силами – стремительным развитием и необходимостью сохранить собственную природу. Экологическое будущее Филиппин зависит от того, насколько эффективно удастся защитить леса, море и пресноводные экосистемы, укрепить устойчивость к климатическим катастрофам и поддержать местные сообщества. Экология архипелага – это вопрос будущего каждого острова, каждой деревни и каждого человека, который однажды захочет увидеть страну такой же красивой, какой она была изначально, от туманных гор Лусона до сияющих рифов Бисайских островов. Здесь соседствуют древние вулканы, леса, в которых скрыты редчайшие животные и прибрежные деревни, где море – часть повседневной жизни. И чем дольше вглядываешься в эту островную мозаику, тем сильнее хочется смотреть на эту красоту Филиппинских островов. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.